Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Сегодня у нас суббота, 17 января. У нас такое снежное и морозное утро. Сегодня наш градусник показывал в 8 часов утра минус 14 градусов. Это настолько редкое явление в Мариуполе, как в принципе и снег, который вот вокруг меня лежит. Город заснеженный. 2 дня у нас шел снег, и морозы сейчас очень сильные ударили. И обещают эти морозы на протяжении недели. Ветер очень сильный сегодня у нас в городе. Ну и начинаем наше видео с восточного микрорайона и с плохих новостей. 2-3 дня подряд участились налеты беспилотников на нашу энергосистему, на наши подстанции. И, соответственно, у нас отключается электроэнергия. А когда отключается электроэнергия, пропадает и отопление, и частично вода. Благодаря нашим сотрудникам энергетических компаний, они большие молодцы, за что им благодарны абсолютно все жители города. Во всех пабликах это пишут, что они оперативно реагируют и переподключают нас на другие подстанции. И у нас возобновляется и свет, и вода, и отопление. Но единственное, что напряжение у нас вот вчера, по крайней мере, выше 190 не поднималось, а сегодня выше 180 не поднимается. Это первая проблема. И вторая проблема, вроде бы как, это и не должна была быть проблемой, потому что снег в Мариуполе редкое явление, которому радуются все жители, особенно детки, когда катаются на санках с горок. Но есть такая проблема, как дороги. Для автомобилистов, я думаю, это большая проблема. Друзья, ну что хочу сказать по дорогам. Дороги чистятся, но они не посыпаются. Из-за этого участились аварии, их стало намного больше. Хоть по телевизору, по новостям передают, что в Мариуполе посыпается, песчаная смесь. Ну, это все неправда. По крайней мере, на левом берегу, где мы живем на Восточном. Сейчас мы вам покажем эти дороги. Они почищены, но они не посыпаны. Вот, прекрасно видно, что дорога не посыпана. Это уже сами машины пробили колею. Дорога не посыпана, и это очень плохо. Поначалу старались хоть как-то посыпать на перекрестках, на склонах. Ну, я даже этого, например, на левом берегу не заметил. В город я еще не выезжал. Сегодня мы с вами проедем, посмотрим, как обстоит обстановка в городе с дорогами. Я думаю, там, может быть, будет получше, чем здесь. Поехали дальше. Едем мы сейчас по улице Голубенко. Правая и по левой стороне это частные сектора, практически не восстановленные. Что касается дороги, здесь очень большой трафик. И вот мы проезжали с Димой улицу Таганрогская. Да, встречаются участки дороги, которые посыпаны. И мы встречали даже машины, которые ехали в сторону левого берега, в сторону восточного, песчано-солевой смесью, возможно, для посыпки дорог по нашему левому берегу. Сейчас мы едем по улице Набережная. По левой стороне у нас все то, что осталось от металлургического комбината «Азовсталь». И вы видите, дорога, все вот, получается, полосы движения, они уже настолько укатаны машинами, потому что здесь очень сильный трафик машин. И судить о том, что посыпана дорога или нет, не представляется возможным, потому что, я же говорю, машины тут гоняют, и эти полосы уже раскатанные все. Друзья, приехали мы в центр города. Перед нами проспект Ленина. Здесь, конечно, ситуация с дорогами намного лучше, чем на левом берегу. Видно невооруженным взглядом, что дороги посыпаны, они мокрые, то есть снег потаял. Едешь и радуешься. Надеемся, на левом берегу у нас тоже все наладится, тоже посыпят и будут тоже хорошие дороги. Сейчас мы находимся на Театральной площади, и у меня за спиной еще наша новогодняя красавица стоит, потому что сказали, что елочки наши мариупольские будут стоять до 19 января, до Крещения. Хотя вчера уже в Ильичевском районе, в парке Гурова, елочку демонтировали. И видим, что здесь работает техника, небольшой такой трактор, который убирает и чистит снег на площади перед драмтеатром. Ну, давайте, друзья, проедем еще дальше по городу, посмотрим на ситуацию с дорогами в других районах. Сейчас едем по проспекту Ленина, пересечение с проспектом Металлургов, это центр города. Здесь дорога, конечно,
отлично, посыпано, все хорошо, уже практически растаял снег. Друзья, ну приехали мы сейчас на площадь Свободы, на площадь Ленина или на Тысячи мелочей, кто как это называйте. И здесь еще стоит наша новогодняя красавица. Ее еще не убрали. У нас еще 2 дня, сегодня и завтра, полюбоваться этой новогодней зеленой красавицей. Конечно, ночью это все красиво подсвечено, как вот и олени эти красиво смотрятся, и вот эта карета, которая у меня за спиной. И мы вам неоднократно показывали и фотографии, и видео на своих телеграм-каналах, и ютуб-канал, который у нас второй есть. Ссылки все в описании под видео. Не забывайте подписываться и ставить нам лайки. И что мы видим? На площади все убрано, чистенько. Снега нет нигде. Но единственное, что и людей нету на площади, потому что родители с детками, вряд ли придут в такой мороз. Вот мы ехали сейчас с Димой в машине и показывало 13 градусов мороза. Я думаю, вряд ли родители захотят приходить сюда с детьми в такой мороз. Еще 2 денечка, любуемся елочкой и прощаемся с ней до следующего Нового года. А мы с вами едем дальше гулять по городу. Но снег, который нас порадовал, это уникальное явление. Он так красиво смотрится на этих елках, соснах. Такое впечатление, когда вот проходишь мимо этих заснеженных крон и попадаешь в такую, как лесную сказку какую-то заснеженную. Сразу вспоминаются какие-то детские фильмы, которые всегда показывали на новогодние каникулы. Очень это красиво. В этом году прям снег нас очень порадовал. Друзья, посмотрите, как красиво. Неужели я не права, когда говорю, что попадаешь как вот в лес, в какую-то лесную сказку, все это заснеженное. Очень радует глаз, очень красиво. Дальше, друзья, мы переместились на пересечение проспекта Строителей и улицы Бахчеванджи. Называемая у нас Бахчик, рынок, застава. Посмотрите, как здесь все заснежено. Сегодня такая у нас хорошая погода в плане того, что ясное небо. А вообще на градуснике на нашем, вот я даже на телефоне, пока мы с Димой ехали, я даже посмотрела, сколько показывает у нас температура воздуха. Потому что у нас очень сильный ветер. Вот даже могу показать. -9 показывает это сейчас у нас в городе, но из-за ветра у нас ощущается как -20. Реально очень холодно, когда ты высовываешь с кармана в руки. Они прям очень-очень быстро замерзают. Сегодня выходной день, субботний день, и довольно-таки людно здесь, потому что здесь хороший рынок и очень много магазинов, разных торговых точек. Люди приходят, делают какие-то покупки, независимо на наш -9, -20 по ощущениям. Друзья, едем мы дальше по улице Ловицкого в следующее место. И вот можно видеть, что эта дорога, именно она не то что не посыпана, но она даже не почищена. То есть, получается, центральные проспекты все посыпали, а такие второстепенные улицы не посыпаны. Друзья, далее мы с Димой переместились на проспект Металлургов. И за моей спиной находятся афиши нашего Мариупольского драматического театра. Мы вам неоднократно уже в своих видео показывали наш красивенный драмтеатр, который уже восстановлен, но для посещения он еще не открыт. И все представления проходят вот здесь, вот в здании нашей филармонии. Установлены афиши, и в репертуаре вот такие вот будут проходить спектакли. Здание самой филармонии мы вам еще не показывали. Оно тоже очень красивое здание, оно восстановленное. Это здание тоже очень старое. То есть еще как бы сталинских времен постройки. Здесь огромные шикарные колонны. Заходят люди. Люди приходят все-таки на представление. Очень красиво установлен посередине на этой площади памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Возле филармонии установлены еще вот такие вот полотна. Это было приурочено к 80-летию со Дня Победы
называемое «Наше место», и очень понравились мне слова, которые указаны здесь. Счастье – это когда ты понимаешь, что ты на своем месте. Это проект, который рассказывает о наших местах, которые дороги нам, даже если мы там и не бывали. Я, по-моему, только однажды была вообще в здании этой филармонии, и то еще когда в самом очень далеком детстве, когда мы ходили на представление новогоднее, на елку. Очень шикарно, да, смотрится? Все почищено вокруг. И вот висит табличка, где написано, что в данный момент это Русский драматический театр в этом здании, в здании филармонии. Касса театра работает со среды по воскресенье с 10 до 17 часов. Так что, если гости города, которые приезжают к нам в Мариуполь, можете, пожалуйста, посетить нашу филармонию мариупольскую. Помню, когда мы еще здесь проезжали, здесь был установлен красивый фонтан, по-моему, называемый Шутиха. И обернулась вокруг, и я не нашла фонтана. А Дима говорит, а вот же он стоит. У нас еще возле здания филармонии есть такое, как купол, спортивное сооружение, и возле которого установлен этот подсвечивающийся фонтан. Ну, конечно, все это на зимний период закрыто, но довольно-таки очень симпатичный. Далее мы переместились с Димой в наш городской сад. И я вот смотрю вперед, ну, даже в такой мороз, даже в такой холод, еще и люди приезжают сюда. Но здесь так красиво все, все белым-бело, все снегом усыпано. Дорожки здесь, ну, так понимаю, просто протоптаны, они как бы не расчищены. И такой вот как снег как ложился, так и остался. Не протоптаны, не утоптаны. Красиво прям так. Как вот в лесу небольшом находишься. И сейчас, кстати, уже вот, ну, как середина дня, и ветер немножко стих, и, по-моему, не так ощущается вот эта вот холодрыга, которая была с самого утра. Вот что значит, ну, наши места, вот наш регион, когда у нас нет ветра, и вот даже сильный мороз, и он не так сильно бьет по щекам, и не так насквозь промерзаешь. Очень красиво пройтись, прогуляться, да? Угу. Друзья, что хотела еще добавить, помимо того, что это очень красивое место, особенно в этот заснеженный наш день, и хочу сказать, что, ну, несправедливо такое непосещаемое место. Здесь, ну, действительно очень хорошо, и красивые виды здесь. А также хочу добавить, что здесь, на территории городского сада, есть туалет. Туалет бесплатный, это новое абсолютно здание, отремонтировано. Мы уже с Димой посетили его, но я скажу, что чистота идеальная, просто идеальная там. И, ну, все, ну, на высшем уровне, как говорится. Но сейчас мы хотим подойти ближе к смотровой площадке и посмотреть на наше морюшко. Дима, как ты думаешь, оно замерзшее или нет? Конечно. Да? А тебе хочется поближе посмотреть на море? Ну, я, в принципе, его очень часто вижу. Да, ты на море почти работаешь. Но я бы хотела посмотреть, я тебе скажу. А еще больше я, наверное, хотела бы посмотреть, ну, такая как ностальгия, наверное, все-таки, раз уже в этих местах, потому что все, ну, зрители нашего канала, которые давно с нами уже, они все прекрасно знают, что я какое-то время в детстве своем жила вот здесь, именно в Приморском районе, в районе Гавани. Ну, Слободка, Гавань, в районе ЖД вокзала. И это моя родина, так сказать, малая родина. И иногда хочется, тянет в те места. Друзья, ну столько снега у нас намело. И посмотрите, как в детстве, как вот раньше, когда бегал по снегу и подбрасывал этот снег ногами. Так классно. Мы подошли уже ближе к смотровой. У нас здесь их две. Это первая, вон дальше еще вторая. И, по-моему, со второй открывается немножко получше вид на морюшко. Как красиво! Если вот туда вот в елочки немножко зайти, там снега побольше. И вот реально как в лесу. Вот она, наша смотровая площадка, с которой видно море. Не знаю, так смотрю вдалеко, когда, мне кажется, она вообще не замерзшая, Дим. Как ты считаешь?
Ну как не замерзшее? Замерзшее море. Не знаю, я льда не вижу. Наверное, все-таки нам, Ну вот, оно же даже видно, там нам надо замерзшее все-таки там нет. спуститься будет ближе к морю, на мою малую родину, и подойти ближе уже к водичке. И я смотрю, здесь люди на саночках приезжают, катаются на санках. Я бы с удовольствием сейчас тоже прокатилась на санках. Класс. А то что, горка есть? Посмотри, глянь. Да, Дим. Спускаясь уже к самому ЖД вокзалу, едем мы по улице Семенишина. Ну и как видим, что часть дороги не посыпана была, а вот центральная, по которой ходит городской транспорт, она посыпана, и снег уже здесь на дороге растаял. Все, друзья, спустились мы на мою малую родину. Сейчас мы находимся на улице Гаванной. Это гавань. И за моей спиной вот этот вот пустырь. И параллельно ей идет дорога, улица. Называется улица Рыбная. Вот это вот моя родина. Вот на месте вот этого пустыря, вот здесь когда-то стоял наш дом, который потом мама продала его с папой. И переехали мы уже в квартиру в Ильичевский район. Ну что, вот оно впереди меня, морюшка. Мы жили буквально вообще в нескольких шагах от моря, от берега моря. И мы постоянно, каждый день мы ходили на пляж с бабушкой купаться на море. Ну и, как я сказала, стоя вот там, вот наверху, в городском саду, что море не замерзшее, независимо, что у нас вот такой вот мороз сейчас, оно абсолютно не замерзло, Дима. Ты ошибся. Ой, сколько тут снега! Замерзло. Классно как! Слушайте, как в детстве. Знаете, бежишь, вот так вот бабушка где-то идет там сзади тебя, а ты бежишь на это море, на этот пляж. Вот он, песочек, мягенький песочек. Ну, в детстве, по крайней мере, тут было классно. Лёдик, конечно, есть. Небольшой, но есть. А вообще морешка не замерзла. Ой. О, смотри. Чистая вода. Да, вообще безупречно чистая вода, как слеза, как говорится. Но здесь раньше, посмотри, тут прям так влажно, наступаешь, и тут вода проходит. Раньше вообще берег моря, ну еще в далекие года, он всегда застывал, то есть всегда здесь был каток, и здесь можно было кататься на санках именно по самому льду. А еще здесь у нас такой артефакт, который вот с левой стороны от меня находится. Давайте подойдем к нему ближе. Это приезжают сюда сейчас, кто туристы, кто знает, что у нас есть вот такое вот место, приезжают просто на него посмотреть. Брошенный этот корабль, мы его как-то вам тоже уже показывали. Он уже, бедняга, и горел, и что там с ним только не происходило. Это самая крайняя улица. Я уже, честно сказать, забыла, как она называлась, но видно, что уже здесь дома практически все разрушены. И есть такая информация, что начиная аж от самой набережной нашего пляжа, вот где находится пирс, ну, это очень далеко, это все берег моря, и будут соединять. Протяженность будет, по-моему, порядка 2 километра. Будут здесь делать пешеходную зону, именно прогулочную зону с пляжами, чтобы можно было свободно и покупаться, и просто погулять. Это согласно плана и проекта развития города. Боже, где ты взялся? Красавчик! Ты такой заснеженный. Ты заснеженный такой. Но это чей-то песик, потому что он с ошейником. Ну что, друзья, давайте ближе подойдем к этому чудо техники. Ну вот такое вот чудо, которое у меня за спиной. Кажется, вот знаете, издалека, если на него смотришь, он такой вроде как небольшой, но вот когда к нему ближе подошел, кажется, такой малюпусенький по сравнению вот с этим судном. И здесь немножко, конечно, уже есть лед. Я скажу, вот это все полностью промороженное, замороженное. Друзья, вы не представляете, сколько здесь бито-перебито моих коленок, сколько я здесь в своем детстве побегала и на велосипеде покаталась и попадала. Вы себе представить не можете. Как его уже, бедного этого корабля, только не расписали. Какой ужас. Я говорю, он горел, вот, не знаю название, задняя часть, короче, корабля вся уже спаленная.
А посмотри, здесь лед. Что, он растаял или что? Или только начинает промерзать, непонятно. Здесь так помельче. Красиво, да, и оно смотрится? на мелкоте и подмерзло. Очень красиво смотрится. Такие прям ледышечки. Как будто айсберги такие маленькие. Класс. Красиво, ностальгия. Вот возле такого чуда, возле этого корабля, друзья, мы будем с вами прощаться и заканчивать это видео из нашего морозного и снежного Мариуполя. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих видео.